Роман Егоров. Пробуждение сознания. Первые проблески света в зеркале души. В тишине сердца звучит то слово, которое творит миры и растворяет границы. Это слово – твое собственное имя, произнесенное устами вечности. Пролог. Зарождение света. Дорогие читатели, в этот момент, когда ваш взгляд касается этих строк, происходит нечто, что невозможно объяснить и что нельзя не заметить. Встреча. Встреча между тем, что читает, и тем, что читается. Между тем, что ищет, и тем, что уже найдено. Эта книга рождена не из желания рассказать вам что-то новое. Она рождена из стремления напомнить то, что вы всегда знали, но каким-то образом забыли. В глубине вашего сердца живет память о доме, откуда вы пришли. И именно эта память пробуждается сейчас, в это самое мгновение. Пробуждение – это не приобретение чего-то нового, а воспоминание о том, что никогда не терялось. Прежде чем мы отправимся в это путешествие вместе, позвольте создать особое пространство для встречи с этими словами. Это необычная книга, которую читают для получения информации. Это живое поле присутствия, которое приглашает вас к преображению. Устройтесь удобно. Сделайте несколько глубоких вдохов. Позвольте суете дня раствориться в этой тишине. Почувствуйте, как ваше дыхание естественным образом замедляется, как тело расслабляется, как ум постепенно успокаивается. Истинное чтение начинается не тогда, когда открывает книгу, а тогда, когда открывается сердце. В этом пространстве тишины живет то, ради чего написаны все духовные тексты. Здесь, в этой паузе между мыслями, в этом промежутке между вдохом и выдохом, скрывается величайшая тайна. Тайна вашей собственной природы. То, что мы называем пробуждением сознания, не является достижением чего-то отсутствующего. Это скорее узнавание того, что всегда присутствовало, но каким-то образом оставалось незамеченным. Как солнце, которое всегда сияет, но иногда скрыто за облаками. Сознание не пробуждается. Сознание узнает себя, как уже пробужденное. В следующих главах мы будем исследовать различные аспекты этого узнавания. Мы поговорим о том, как в глубине души звучит призыв к возвращению домой. О том, как встреча с истинным учителем происходит в пространстве собственного сердца. О том, как духовный путь оказывается путешествием без расстояний к цели, которая никогда не была далекой. Мы исследуем природу медитации как растворение в том, на чем медитируем. Откроем для себя ум как прозрачное пространство, сквозь которое сияет изначальная мудрость. Познакомимся со свидетелем, тем в нас, что наблюдает все изменения, оставаясь само неизменным. Эти слова несут в себе особую энергию. Они написаны не из состояния размышления о пробуждении, а из самого пробужденного состояния. Поэтому они могут воздействовать на вас не только концептуально, но и энергетически. Вы можете заметить, что во время чтения или после него возникают необычные состояния сознания.
глубокий покой, внезапное прозрение, ощущение расширения или, наоборот, тонкого сосредоточения. Иногда может появиться чувство, что вы вспоминаете что-то очень важное, но не можете сформулировать это словами. Истинное понимание приходит не через слова, а через паузы между словами, где слова растворяются в безмолвии. Все это совершенно естественно. Это признаки того, что сознание начинает вспоминать свою природу. Позвольте этим состояниям быть. Не пытайтесь их анализировать или удерживать. Просто наблюдайте с мягким вниманием. Читайте медленно. Позвольте каждому предложению полностью пропитать ваше сознание, прежде чем переходить к следующему. Если какая-то фраза особенно отзывается в вас, остановитесь, закройте глаза. Позвольте этому резонансу углубиться. Не стремитесь понять все умом. Ум – прекрасный инструмент, но он не способен схватить то, о чем говорится в этой книге. То, о чем мы говорим, может быть только пережито, прочувствовано всем существом. Лучший читатель духовных текстов тот, кто читает не буквы на странице, а самого себя в отражении этих слов. Помните, вы не изучаете нечто внешнее, вы исследуете собственную глубину. Каждое слово здесь – это зеркало, в котором может отразиться ваша истинная природа. Каждая фраза – приглашение к встрече с самими собой. Иногда ум будет сопротивляться. Он может говорить, что все это слишком просто или, наоборот, слишком сложно, что это уже известно или совершенно непонятно. Улыбнитесь этому сопротивлению. Ум делает то, что умеет делать. Он пытается понять непостижимое. Позвольте ему играть свою роль, но не позволяйте ему управлять вашим путешествием. Когда ум перестает пытаться понять истину, истина может открыться сама. Вы заметите, что по тексту рассыпаны особые фразы, заключенные в кавычки и выделенные курсивом. Это не просто цитаты. Это семена понимания, которые могут прорасти в вашем сознании. Не спешите анализировать их. Позвольте им опуститься в глубину вашего существа, где они найдут подходящую почву для прорастания. Каждая глава этой книги – отдельная медитация. Вы можете читать их подряд или возвращаться к любой из них, когда почувствуете такую потребность. Нет правильного или неправильного способа взаимодействия с этим текстом. Есть только ваш уникальный путь встречи с собственной истиной. Книга завершается не тогда, когда прочитана последняя страница, а тогда, когда читатель узнает себя в каждом слове. И последнее. То, что происходит во время чтения этих слов, не менее важно, чем то, что написано. Ваше дыхание сейчас, биение вашего сердца, тишина между мыслями – все это тоже часть этой книги. Живая, трепещущая, непосредственная часть. Добро пожаловать в пространство пробуждения. Добро пожаловать домой, дорогие друзья. Добро пожаловать в ваше собственное сияние, которое никогда не переставало освещать мир. Глава 1. Призыв бесконечности. В глубине сердца звучит зов того, кто призывает самого себя домой. Есть момент в жизни каждого человека,
когда привычная реальность вдруг начинает казаться недостаточной. Не плохой, не неправильной, просто недостаточной. Как будто в самой глубине существа пробуждается память о чем-то большем, что когда-то было известно, но теперь забыто. Этот момент может прийти внезапно, посреди обычного дня, когда вы идете по знакомой улице или сидите в любимом кафе. Или он может подкрадываться постепенно, как рассвет, который медленно растворяет тьму ночи. Но когда он приходит, невозможно не заметить его присутствие. В груди появляется странное томление, которое не имеет конкретного объекта, но обладает такой силой, что может изменить направление всей жизни. Духовное томление – это не тоска по чему-то отсутствующему, а память о том, что никогда не покидало нас. Что это такое? Откуда приходит этот зов? И почему он звучит именно сейчас? Если попытаться объяснить это рационально, ум предложит множество версий. Кризис среднего возраста, неудовлетворенность работой, потребность в переменах. Но те, кто однажды услышал этот зов, знают, он приходит не от ума и не от обстоятельств. Он звучит из такой глубины, о существовании которой мы раньше даже не подозревали. В различных традициях этот момент называют по-разному. Пробуждение духовного поиска, призыв души, зов к возвращению домой. Но все эти слова указывают на одно и то же переживание – внезапное понимание того, что жизнь содержит в себе нечто гораздо более глубокое и значимое, чем то, что мы привыкли видеть на поверхности. Призыв слышит не тот, кто его ищет, а тот, кто уже является ответом на него. Интересно наблюдать, как по-разному люди реагируют на этот зов. Некоторые немедленно бросаются в активный поиск. Они начинают читать духовные книги, посещать семинары, путешествовать к святым местам. Другие, наоборот, пугаются интенсивности переживания и пытаются заглушить его повседневными заботами. Третьи просто останавливаются в недоумении, не зная, что делать с этим новым измерением своего существования. Но есть и четвертый тип реакции, самый редкий и самый мудрый. Это те, кто просто слушает, кто не спешит что-то предпринимать, но позволяет зову звучать в пространстве своего сердца, постепенно меняя все изнутри. Они понимают интуитивно то, что остальным приходится изучать годами. Этот зов требует не действий, а слушания, не движения, а остановки, не поиска, а позволения найти себя. Те, кто слышит зов и начинает искать его источник, не понимают еще, что сам ищущий и есть то, что зовет. Когда мы начинаем исследовать природу этого призыва, мы обнаруживаем удивительную вещь. Чем глубже мы погружаемся в его источник, тем яснее становится, что он исходит не откуда-то извне. Он звучит из самой сердцевины нашего существа. Более того, мы начинаем понимать, что этот зов всегда звучал. Просто раньше мы были слишком заняты внешним миром, чтобы его услышать. Представьте себе радиоприемник, который всегда был настроен на волну, полную помех и шума. И вдруг кто-то слегка поворачивает ручку настройки, и сквозь шум начинает пробиваться прекрасная мелодия. Мелодия всегда звучала в эфире, но приемник не был настроен на ее частоту. То же самое происходит с нами, когда мы впервые слышим зов души. Мы не создаем его, мы просто настраиваемся на ту частоту, на которой он всегда звучал. Пробуждение – это не появление чего-то нового,
а исчезновение того, что мешало видеть вечно присутствующее. Этот момент первого ясного слышания зова можно назвать началом духовного пути. Но это очень особенное начало, потому что одновременно с осознанием призыва приходит странное понимание: то, что зовет, и то, что откликается, одно и то же. Искатель и искомое не являются разными сущностями. Это одно сознание, которое каким-то образом забыло себя и теперь призывает себя к воспоминанию. Это понимание может прийти не сразу. Иногда требуется годы поиска, прежде чем ум принимает эту парадоксальную истину. Но семя этого понимания закладывается именно в момент первого слышания зова. В глубине души мы уже знаем, что ищем не что-то внешнее, а возвращаемся к чему-то изначально присущему нам. Самый короткий путь домой – это понимание того, что ты никогда оттуда не уходил. Иногда люди спрашивают, почему этот зов приходит именно сейчас? Почему не раньше? Ответ на этот вопрос лежит в природе самого пробуждения. Сознание пробуждается не по расписанию ума, а по законам своего собственного созревания. Как плод, который падает с дерева именно тогда, когда достигает полной спелости, так и духовное пробуждение происходит в свой час. Можно сказать, что вся предыдущая жизнь была подготовкой к этому моменту. Все радости и страдания, все поиски и разочарования, все опыты и прозрения – все это было необходимо для того, чтобы сознание достигло той степени зрелости, когда оно готово услышать собственный зов к пробуждению. Каждый момент жизни был совершенной подготовкой к этому мгновению узнавания. Когда зов услышан, жизнь уже никогда не будет прежней. Не потому, что внешне что-то обязательно изменится, хотя часто так и происходит, а потому, что изменится ваше отношение ко всему происходящему. Появится новое измерение восприятия, новая глубина понимания, новые качества присутствия. Обычные дела не перестанут быть важными, но они перестанут быть единственной реальностью. За повседневностью начнет просвечивать что-то большее. В самых простых вещах, в утреннем кофе, в улыбке случайного прохожего, в шуме дождя за окном, будет слышаться отзвук того же зова, который однажды пробудил у вас духовное томление. Когда сердце услышало зов к пробуждению, весь мир становится учителем, а каждый момент – возможностью для узнавания. Важно понимать, что услышать зов – это не достижение, за которое можно себя хвалить. Это скорее благодать, которая дается без заслуг и усилий. Никто не может заставить этот зов прозвучать, так же, как никто не может заставить солнце взойти раньше времени. Все, что мы можем делать, это быть открытыми к его звучанию. Но когда он прозвучал, когда он услышан, тогда начинается самое удивительное путешествие – путешествие к самому себе, путешествие домой, путешествие в то место, которое никогда не покидали, но каким-то образом забыли. Призыв услышан тем, кто всегда слышал, и отклик прозвучал в вечности. Глава 2. Врата внутреннего храма. Учитель приходит, когда ученик готов стать самим учением. Когда зов услышан, когда в сердце пробуждается священное томление, естественным образом возникает вопрос: что делать дальше? Куда идти? Кому обратиться за помощью? Именно в этот момент начинается одна из самых удивительных мистерий духовного пути – встреча с учителем. Но что такое истинный учитель? Большинство людей представляют себе мудрого старца, сидящего где-то в пещере или ашраме в окружении учеников.
И действительно, такие учителя существуют. Но в самой природе духовного наставничества есть нечто гораздо более глубокое и таинственное. Истинный учитель – это не тот, кто дает ответы, а тот, кто побуждает задавать правильные вопросы. Учитель может явиться в самых неожиданных обличиях. Это может быть встреча с книгой, которая перевернет все ваше представление о мире. Это может быть случайная фраза незнакомого человека, которая вдруг откроет вам новое измерение видения. Это может быть закат, на который вы смотрите и внезапно понимаете что-то фундаментальное о природе красоты и быстротечности. Но все эти внешние формы наставничества указывают на нечто более глубокое. Они указывают на того учителя, который всегда был с вами и который является источником всякого истинного знания, на внутреннего гуру, на мудрость вашего собственного сердца. Внешний учитель может указать путь, но идти по нему можете только вы. И этот путь ведет к тому учителю, который никогда вас не покидал. Когда мы говорим о внутреннем учителе, мы не имеем в виду какую-то фантазию или воображаемого друга. Мы говорим о той части нашего существа, которая всегда знает, которая никогда не сомневается, которая ясно видит даже тогда, когда ум запутался в противоречиях. Эта мудрость живет не в голове, а в сердце, точнее в том пространстве, которое мы условно называем сердцем, в центре нашего существа, где встречаются все потоки жизни. Здесь, в этой тишине, звучит голос того, кто знает без изучения, понимает без объяснений, любит без причин. Когда ум успокаивается, сердце начинает говорить. Когда сердце успокаивается, начинает говорить душа. Но как услышать этот внутренний голос? Как отличить его от голоса эго, желаний, страхов? Это искусство требует терпения и тонкой настройки. Голос внутреннего учителя никогда не кричит. Он не настаивает, не принуждает, не пугает. Он просто есть, тихий, ясный, полный любви и понимания. Первый урок, который дает нам внутренний учитель, это урок слушания. Не слушание ушами, а слушание всем существом. Слушание той тишины, которая звучит между мыслями. Слушание того покоя, который присутствует даже в буре эмоций. Слушание того безмолвия, которое говорит красноречивее всех слов. Совершенный ученик – это тот, кто научился слушать то, что не произносится вслух. Интересно наблюдать, как меняется наше отношение к внешним учителям, когда мы начинаем слышать внутреннего. Мы перестаем искать того, кто решит за нас все проблемы, и начинаем искать того, кто поможет нам услышать собственную мудрость. Мы перестаем хотеть получать готовые ответы и начинаем ценить тех, кто задает правильные вопросы. Настоящий внешний учитель никогда не сделает вас зависимыми от себя. Напротив, его цель – помочь вам обрести полную независимость, самостоятельность в вашем духовном путешествии. Он как искусный врач, который лечит не для того, чтобы пациент всегда нуждался в нем, а для того, чтобы пациент стал совершенно здоровым. Истинный учитель учит не словами, а своим присутствием. Его главный урок – это демонстрация того, что возможно. Когда пробуждается внутренний учитель, мир становится нашим университетом. Каждая встреча, каждая ситуация, каждое переживание превращаются в возможность для обучения. Радость учит нас природе блаженства. Страдание учит нас состраданию. Красота учит нас видеть божественное в проявленном. Даже наши ошибки и падения становятся учителями, показывающими нам, что нужно отпустить ситуацию.
Жизнь – это школа, где каждый урок разработан специально для вашего духовного роста. Но самый главный урок, который преподносит нам внутренний учитель, касается природы самого учительства. Постепенно мы начинаем понимать, что учитель и ученик – это не две разные сущности. Это два аспекта одного сознания. Учитель – это то, что в нас знает, ученик – это то, что в нас готово учиться. И в глубочайшем смысле они оба растворяются в том, что просто есть. Это понимание приходит не сразу. Сначала мы ищем учителя вовне, потом открываем учителя внутри себя. И только потом понимаем, что искатель, учитель и искомое знание – это одно и то же сознание, играющее в прятки само собой. Высший учитель – это тот, кто показывает ученику, что учиться не у кого, потому что знание и знающий – одно целое. Врата внутреннего храма открываются не ключом знания, а ключом смирения. Когда мы признаем, что чего-то не знаем, в нас может войти истинное знание. Когда мы перестаем претендовать на роль учителя, мы становимся способными учить. Когда мы отказываемся от роли ученика, мы начинаем по-настоящему учиться. Врата мудрости открываются только перед теми, кто готов оставить за порогом все, что считал своим знанием. И тогда происходит чудо. Мы обнаруживаем, что храм, в который мы так долго стремились войти, всегда был нашим домом. Учитель, которого мы искали, всегда был частью нас самих. Знание, к которому мы стремились, всегда присутствовало в самой глубине нашего существа. Врата открылись, и оказалось, что искатель всегда был по ту сторону. Глава 3. Тропа к сердцу мира. Истинный путь начинается там, где заканчиваются все пути. Когда происходит встреча с внутренним учителем, когда врата храма приоткрываются, возникает естественное желание двигаться дальше. И здесь начинается одно из самых тонких заблуждений духовного поиска – представление о пути как о движении из одной точки в другую. Ум, привыкший к линейности времени и пространства, пытается применить знакомые схемы к духовному путешествию. Он хочет знать, где мы сейчас, куда идем, сколько времени это займет, какие препятствия встретятся на пути. Он жаждет карт, указателей, четких инструкций. И поначалу кажется, что эти карты действительно существуют. Все духовные карты указывают в одном направлении, туда, где исчезает картограф. Традиции предлагают различные описания пути, ступени медитации, уровни сознания, этапы развития. И эти описания имеют свою ценность. Они помогают сориентироваться на начальных этапах поиска. Но чем глубже мы погружаемся в природу духовного путешествия, тем яснее становится его парадоксальная природа. Первое, что мы обнаруживаем, чем дальше мы идем, тем меньше остается расстояние до цели. Не потому, что мы приближаемся к чему-то далекому, а потому что понимаем, то, что мы ищем, никогда не было далеким. Каждый шаг на духовном пути – это шаг к пониманию того, что идти некуда. Путь к себе измеряется не пройденным расстоянием, а оставленными иллюзиями. Сначала мы можем искать особые переживания, мистические состояния, озарения. И действительно, на этом пути случаются моменты необыкновенной ясности, глубокого покоя, экстатической радости. Ум склонен цепляться за эти переживания, пытаться воспроизвести их, сделать постоянными. Но постепенно приходит понимание, даже самые возвышенные состояния
приходят и уходят. Истинная цель пути не в достижении каких-то особых состояний, а в познании того, что остается неизменным во всех состояниях. Того, что присутствует и в радости, и в горе, и в ясности, и в смятении, и в покое, и в движении. Самое обычное состояние сознания оказывается самым необыкновенным, когда перестаешь искать необыкновенное. Многие годы мы можем думать, что духовность – это нечто особенное, отличное от обычной жизни, что существует разделение между священным и мирским, между духовным и материальным, между медитацией и повседневностью. И действительно, такое разделение полезно на определенном этапе. Оно помогает развить способность к развлечению, тонкость восприятия. Но по мере углубления в практику граница начинает стираться. Мытье посуды становится таким же священным делом, как и сидение в медитации. Разговор с соседом оказывается такой же глубокой практикой, как и чтение священных текстов. Обычный рабочий день превращается в непрерывную возможность для присутствия. Когда путь пройден, он исчезает из жизни, а жизнь становится непрерывной медитацией. На духовном пути наступает период, когда кажется, что мы уже много знаем о пробуждении. Мы изучили тексты, освоили техники, можем говорить на языке различных традиций. Ум гордится накопленными знаниями и даже может начать учить других. Но это еще не конец пути, это только его середина. Настоящее углубление начинается тогда, когда мы понимаем, все, что мы знаем о пробуждении, не является самим пробуждением. Все концепции, карты, методы – это лишь указатели. Они полезны, как палец, указывающий на Луну, но их не следует путать с самой Луной. Истинное знание начинается с понимания того, что нечего знать, кроме того, что уже известно. И тогда происходит нечто удивительное. Мы начинаем отказываться от всех представлений о том, каким должен быть путь и какой должна быть цель. Мы перестаем сравнивать свой опыт с описаниями в книгах. Мы оставляем попытки воспроизвести чужие переживания. Остается только то, что есть сейчас, в этот момент. Этот переход от поиска к принятию может быть болезненным для ума. Он чувствует себя ненужным, лишенным работы. Вся его система ориентиров рушится. То, что казалось важным, теряет значение. То, к чему стремились, оказывается уже здесь. Завершение поиска – самое разочаровывающее событие для ума и самое освобождающее для сердца. Но за этим разочарованием приходит нечто невыразимое – простота, естественность, покой не как отсутствие движения, а как основа всякого движения, радость не как эмоция, а как само качество бытия, любовь не как чувство к кому-то, а как природа того, что мы есть. Мы обнаруживаем, что все это время искали то, что никогда не терялось. Шли туда, где всегда были. Стремились стать теми, кем всегда были. Тропа к сердцу мира оказывается тропой к собственному сердцу. А собственное сердце оказывается сердцем всего мира. Путешествие к центру Вселенной заканчивается открытием того, что центр находится повсюду. Интересно наблюдать, как меняется отношение к духовным практикам, когда приходит это понимание. Медитация перестает быть средством достижения чего-то и становится естественным выражением того, что уже есть. Молитва превращается из просьбы в благодарность. Изучение текстов становится не накоплением знаний, а узнаванием себя в словах мудрецов. Все практики остаются, но их мотивация кардинально меняется. Мы делаем их не потому, что должны или хотим что-то получить. Мы делаем их потому, что они выражают нашу истинную природу. Как птица поет не для того, чтобы стать птицей,
а потому что она уже птица. Совершенная практика – это когда практика становится неотличимой от жизни, а жизнь от самой себя. И все же путь продолжается, но теперь это уже не путь к чему-то, а путь в никуда, не движение к цели, а углубление в то, что есть, не развитие способностей, а раскрытие того совершенства, которое всегда присутствовало. Каждый день становится новой возможностью для самопознания. Каждая встреча – отражением нашей собственной природы. Каждое переживание – напоминанием о том, кто мы есть на самом деле. Путь становится не дорогой к просветлению, а самим просветлением, проявляющимся в форме человеческой жизни. Тропа привела туда, откуда мы никогда не уходили, в самое сердце сущего. Глава 4. Сосредоточение на источнике. Совершенная сосредоточенность – это растворение в том, на чем ты сосредотачиваешься. Когда понимание пути начинает углубляться, когда становится ясно, что искомое находится не где-то далеко, а здесь и сейчас, возникает естественный вопрос: как же тогда практиковать? Если цель уже достигнута, если мы уже дома, зачем нужна медитация? Этот вопрос отражает одно из самых глубоких заблуждений в духовной практике – представление о медитации как о средстве достижения чего-то недостижимого. Ум привык мыслить категориями цели и средства, усилия и результата. Он хочет медитировать, чтобы стать просветленным, сосредотачиваться, чтобы достичь покоя, практиковать, чтобы получить освобождение. Медитация как средство достижения чего-либо – это самое большое препятствие на пути к настоящей медитации. Но истинная медитация имеет совершенно иную природу. Она не является действием, направленным на получение результата. Это скорее состояние бытия, в котором нет ни деятеля, ни деяния. Это пространство, в котором растворяются все усилия, и остается только чистое присутствие. Большинство людей начинают медитировать с техник: наблюдение за дыханием, повторение мантр, концентрация на объектах, визуализация. И эти техники имеют свою ценность. Они помогают уму постепенно успокоиться, развивают способность к сосредоточению, создает пространство тишины посреди повседневной суеты. Все техники медитации созданы для того, чтобы привести вас к состоянию, в котором техники больше не нужны. Но техника – это только начало. По мере углубления практики происходит удивительная трансформация. Медитация перестает быть тем, что мы делаем, и становится тем, что мы есть. Сосредоточенность перестает требовать усилий и становится естественным состоянием внимания. Этот переход часто происходит незаметно. Сначала мы сидим и пытаемся сосредоточиться на дыхании. Ум блуждает, мы возвращаем его обратно. Снова блуждает, снова возвращаем. Постепенно промежутки между мыслями становятся длиннее. Внимание становится более тонким и устойчивым. Настоящая медитация начинается в тот момент, когда заканчивается медитирующий. И вдруг наступает момент, когда мы понимаем: никто не медитирует. Есть только медитация. Нет наблюдателя за дыханием. Есть только дыхание, наблюдающее само себя. Нет того, кто сосредотачивается. Есть только сосредоточение, происходящее само по себе. Это понимание может шокировать ум. Всю жизнь он привык быть центром всех действий, контролировать все процессы. И вдруг оказывается, что самое глубокое действие, медитация, происходит без его участия. Более того, его участие только мешает естественному течению созерцания.
Ум не может медитировать, он может перестать мешать медитации. Когда это понимание углубляется, меняется сама природа практики. Мы перестаем пытаться что-то делать в медитации и начинаем просто быть. Перестаем достигать состояний и начинаем узнавать то состояние, которое присутствует всегда. Перестаем сосредотачиваться на объектах и обнаруживаем, что само сосредоточение – это наша природа. Это не значит, что внешняя форма практики обязательно изменится. Мы по-прежнему можем сидеть в определенное время, следить за дыханием, повторять мантры. Но мотивация кардинально меняется. Мы делаем это не для того, чтобы чего-то достичь, а как выражение того, что уже есть. Зрелая практика подобна дыханию, она происходит сама по себе, без усилий и без цели. Интересно наблюдать, как меняется качество внимания в этом процессе. Сначала внимание похоже на узконаправленный луч прожектора. Мы фокусируемся на одном объекте, исключая все остальное. Постепенно оно становится более мягким, расширенным, объемным. Мы начинаем замечать не только объект медитации, но и пространство вокруг него. А затем происходит еще одна трансформация. Внимание перестает быть направленным на что-то и становится просто открытым осознанием. Мы не сосредотачиваемся на дыхании. Мы и есть то пространство, в котором появляется дыхание. Мы не наблюдаем за мыслями. Мы и есть то осознавание, в котором возникают и растворяются мысли. Высшее сосредоточение – это когда нет ни объекта сосредоточения, ни того, кто сосредотачивается. Это состояние часто называют самадхи, полным погружением, единением с объектом медитации. Но даже это описание не совсем точно, потому что в настоящем самадхи нет ни субъекта, ни объекта. Есть только единое поле осознавания, в котором все возникает и растворяется. В таком состоянии грань между медитацией и повседневной жизнью начинает стираться. Качество присутствия, которое раньше было доступно только во время формальной практики, начинает пронизывать все моменты дня. Мытье посуды становится медитацией, прогулка по улице становится медитацией, разговор с друзьями становится медитацией. Когда медитация достигает зрелости, вся жизнь становится одной непрерывной медитацией. Это не значит, что мы постоянно находимся в каком-то особом состоянии. Эмоции продолжают приходить и уходить. Мысли продолжают возникать. Тело продолжает испытывать различные ощущения. Но появляется постоянное осознание того фона, на котором разворачивается вся эта активность. Этот фон, само сознание, само присутствие, сама осознанность, оказывается тем источником, из которого все возникает и в который все возвращается. И когда мы осознаем себя как этот источник, сосредоточение становится не практикой, а самой нашей природой. Источник не нуждается в сосредоточении на самом себе. Он просто и есть то, что он есть. Парадокс в том, что чем глубже мы погружаемся в практику сосредоточения, тем больше понимаем ее ненужность. Не потому, что она бесполезна, а потому, что она приводит нас к осознанию того, что всегда было сосредоточено. То, что мы есть по своей сути, никогда не было рассеянным, никогда не нуждалось в том, чтобы его собирали воедино. Медитация оказывается не путем к сосредоточению, а узнаванием того изначального сосредоточения, которым мы являемся. Практика становится не усилием по достижению покоя, а расслаблением в том покое, который составляет саму основу нашего бытия.
Совершенная практика – это отсутствие практики в присутствии совершенства. И тогда каждый момент сидения в медитации становится не работой над развитием чего-то, а праздником узнавания того, что уже развито до совершенства. Каждый вдох становится не усилием по сосредоточению, а естественным выражением того сосредоточения, которым мы являемся. В глубочайшем сосредоточении обнаружилась естественная рассредоточенность бытия. Глава 5. Просветление ума. Когда ум становится прозрачным, сквозь него сияет изначальная мудрость. Одним из самых значительных открытий на пути к пробуждению становится новое понимание природы ума. Всю жизнь мы отождествляли себя с потоком мыслей, считали свои убеждения частью своей личности, принимали содержание сознания за само сознание. И вдруг перед нами открывается совершенно иная перспектива. Это открытие часто приходит неожиданно во время медитации или в обычной жизни. Внезапно возникает ясное понимание. Мысли приходят и уходят, а то, что их наблюдает, остается неизменным. Эмоции волнуют поверхность сознания, но в глубине царит нерушимый покой. Ум занят своими делами, но есть что-то, что знает об этой занятости, не участвуя в ней. Первое просветление ума – это понимание того, что ты не являешься умом. Это различие между наблюдателем и наблюдаемым кардинально меняет наше отношение к мыслительному процессу. Мы перестаем быть жертвами своих мыслей и начинаем быть их свидетелями. Мы перестаем верить всему, что думаем, и начинаем исследовать природу самого мышления. Оказывается, мысли имеют очень интересную природу. Они возникают из ниоткуда, какое-то время существуют в поле осознанности, а затем растворяются в никуда. У них нет собственной субстанции, собственной плотности. Они больше похожи на облака в небе сознания, временные образования, которые не влияют на само небо. Мысли подобны облакам в небе осознанности. Они приходят и уходят, а небо остается. Когда это понимание углубляется, происходит удивительная трансформация. Ум не исчезает, но его функция кардинально меняется. Из хозяина он превращается в слугу, из источника проблем в полезный инструмент, из тюремщика в помощника на пути к свободе. Мы начинаем понимать, что ум сам по себе не является проблемой. Проблема в нашем отождествлении с ним, в том, что мы принимаем его деятельность за свою истинную природу. Когда это отождествление ослабевает, ум может выполнять свои функции, думать, планировать, анализировать, не причиняя при этом страданий. Просветленный ум – это ум, который помнит о том, что он не хозяин в доме. Интересно наблюдать, как меняется содержание мыслей, когда меняется наше отношение к ним. Когда мы не цепляемся за мысли, не отождествляем себя с ними, они становятся более текучими, более творческими, более мудрыми. Исчезает внутренний диалог, бесконечное пережевывание одних и тех же идей. Мышление становится более целенаправленным и эффективным. Но самое удивительное открытие ждет нас впереди. Постепенно мы начинаем понимать, что то, что мы называем своими мыслями, на самом деле нам не принадлежит. Мысли возникают в поле сознания точно так же, как звуки возникают в пространстве. Мы не создаем их, мы просто являемся тем пространством, в котором они появляются. Никто не думает о мыслях. Мысли думают сами о себе в пространстве осознанности.
Такое понимание может сильно дезориентировать эго. Всю жизнь оно гордилось своими идеями, переживало из-за своих проблем, планировало свое будущее. И вдруг оказывается, что никакого своего нет. Есть только универсальный поток сознания, проявляющийся в форме мыслей. Когда это понимание стабилизируется, исчезает множество проблем, которые раньше казались серьезными. Навязчивые мысли теряют свою власть, потому что не к чему привязываться. Тревога о будущем ослабевает, потому что нет того, кто мог бы контролировать будущее. Сожаления о прошлом растворяются, потому что нет того, кто мог бы изменить прошлое. Когда некому владеть мыслями, мысли перестают владеть кем-либо. Но это не значит, что мы становимся безразличными или пассивными. Напротив, когда ум освобождается от груза ложных проблем, он становится более ясным, более творческим и более эффективным в решении реальных задач. Энергия, которая раньше тратилась на внутренние конфликты, высвобождается для конструктивной деятельности. И еще одно важное открытие касается природы знания. Мы привыкли думать, что знания накапливаются в уме, как информация в компьютере. Но оказывается, существует более глубокий тип знания – прямое, интуитивное понимание, которое не нуждается в словах и концепциях. Истинное знание не накапливается, оно открывается, когда ум становится достаточно спокойным. Это знание не приходит через изучение или анализ. Оно присутствует всегда, но обычно скрыто за шумом мыслительной деятельности. Когда ум успокаивается, это знание начинает сиять сквозь него, как солнце сквозь прозрачное стекло. Такое знание обладает особым качеством. Оно самоочевидно и не нуждается в доказательствах. Когда мы знаем что-то таким образом, у нас нет сомнений и потребности в подтверждении. Такое знание более достоверно, чем любая информация, полученная с помощью органов чувств или логических выводов. Мудрость – это не то, что знает ум, а то, что знает через ум. По мере углубления этого процесса граница между знающим и знанием начинает стираться. Мы понимаем, что являемся не теми, кто обладает знанием, а самим знанием. Не теми, кто осознает, а самой осознанностью. Не теми, кто понимает, а самим пониманием. Этот переход может происходить постепенно или внезапно. Иногда он сопровождается драматическими переживаниями, а иногда проходит так незаметно, что заметить его можно только спустя какое-то время. Но в любом случае результат один – полная трансформация отношений с умом. Просветление ума завершается пониманием того, что никогда не существовало ума, который нуждался бы в просветлении. Просветленный ум – это не какой-то особенный ум. Это обычный ум, который перестал воспринимать себя всерьез, который осознал свою служебную роль в симфонии сознания, который научился быть инструментом мудрости, а не препятствием для нее. В таком состоянии мышление продолжается, но приобретает совершенно иное качество. Оно становится более спонтанным и в то же время более точным, более творческим и в то же время более практичным. Мысли приходят, когда они нужны, и исчезают, когда их функция выполнена. Совершенный ум – это ум, который работает только тогда, когда это необходимо, и отдыхает в остальное время. И что самое удивительное, в этом состоянии обнаруживается, что ум никогда не был препятствием на пути к просветлению. Его просто неправильно понимали и использовали. Когда он занимает свое правильное место в иерархии нашего существа, он становится прекрасным инструментом для выражения той мудрости, которая превосходит всякое мышление.
Ум озарился светом того знания, которое он всегда носил в себе. Глава 6. Свидетель вечности. Свидетель – это то неизменное присутствие, в котором танцует изменчивость. Когда ум находит свое истинное место, когда мысли перестают быть хозяевами нашего существа, открывается нечто совершенно удивительное. За всей активностью сознания, за всеми переживаниями, за всеми состояниями обнаруживается нечто неподвижное, безмолвное, вечно присутствующее. Это то, что в духовных традициях называют свидетелем. Свидетель – это не концепция и не философская идея. Это живая реальность, которую можно непосредственно ощутить прямо сейчас. Это то, что внутри вас знает о том, что вы читаете эти слова. То, что осознает ваше дыхание, биение сердца, окружающие звуки. То, что присутствует во всех ваших переживаниях, но само не является переживанием. Свидетель не переживает опыт, он и есть то самое пространство, в котором возможен опыт. Поначалу свидетель может казаться чем-то очень тонким, едва уловимым, как фон, на котором разворачивается вся активность жизни. Но по мере углубления внимания становится ясно, что этот фон на самом деле является самым главным, самым реальным аспектом нашего существа. Все остальное приходит и уходит, а свидетель остается. Открытие свидетеля происходит по-разному. Иногда это внезапное озарение. Вдруг становится совершенно очевидно, что есть нечто, что наблюдает за всеми вашими мыслями, эмоциями, ощущениями, но само остается нетронутым ими. Иногда это постепенное прояснение, как рассвет, который медленно освещает ландшафт сознания. Момент узнавания свидетеля – это момент, когда вечность узнает саму себя. Но как только свидетель найден, жизнь приобретает совершенно новое измерение. Появляется устойчивая точка покоя посреди всех изменений. Место, куда можно вернуться, когда жизнь становится слишком напряженной. Точка зрения, с которой все проблемы предстают в совершенно ином свете. Интересно наблюдать, как меняется отношение к эмоциям, когда свидетель открыт. Раньше мы полностью отождествляли себя с эмоциональными состояниями. Мы были грустными, злыми, радостными. Теперь становится очевидно, есть грусть, есть злость, есть радость, а есть то, что за ними наблюдает. Эмоции продолжают приходить и уходить, но они больше не захватывают нас полностью. Свидетель не избегает эмоций и не погружается в них. Он просто позволяет им быть. То же самое происходит с мыслями, ощущениями, внешними событиями. Все это продолжает происходить, но появляется новое качество – простор. Пространство между переживанием и переживающим. Эта дистанция не холодная и не отстраненная. Она полна сострадательного понимания. Одно из самых глубоких открытий касается природы самого свидетеля. Поначалу может показаться, что свидетель – это что-то вечное, индивидуальное. Мой свидетель наблюдает за моими переживаниями. Но по мере углубления в тему становится ясно. Свидетель не обладает личностными характеристиками. Он не мужчина и не женщина, не молодой и не старый, не образованный и не невежественный. Свидетель в каждом человеке – это один и тот же свидетель, смотрящий разными глазами. Это понимание может оказаться революционным. Оно означает, что в глубине души все люди едины. Не в смысле какой-то философской концепции, а в смысле буквального единства сознания. То, что наблюдает за вашей жизнью, и то, что наблюдает за жизнью другого человека – это одна и та же осознанность.
Когда это понимание стабилизируется, исчезает множество причин для конфликтов и разногласий. Как можно конфликтовать с самим собой? Как можно не любить того, кто по сути является тем же сознанием, что и вы? Осознание единого свидетеля – это конец всех войн и начало всеобщего сострадания. Но есть и более глубокое открытие. По мере того, как мы все больше отождествляем себя со свидетелем, граница между наблюдателем и наблюдаемым начинает стираться. Становится ясно, что свидетель – это не тот, кто наблюдает за миром, а само пространство, в котором возникает мир. Это может звучать абстрактно, но переживается очень конкретно. Вы смотрите на дерево и понимаете, нет того, кто смотрит на дерево, и нет дерева, на которое смотрит. Есть только единое поле осознанности, в котором возникает переживание дерева. Вы слушаете музыку и обнаруживаете, нет слушателя и нет музыки. Есть только слушание, происходящее само по себе. В чистом свидетельстве исчезает различие между тем, кто видит, и тем, что видится. Это состояние часто называют недвойственным осознанием. В нем нет субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, себя и мира. Есть только единое, неделимое поле сознания, которое переживает само себя в бесконечном разнообразии форм. Пребывание в этом состоянии приносит особое чувство покоя. Это не покой бездействия, а покой полной вовлеченности. Не покой безразличия, а покой безусловной любви ко всему, что есть. В этом покое нет ничего, что нужно было бы изменить, достичь или избежать. Совершенный покой свидетеля – это не отсутствие движения, а присутствие того, что неподвижно во всяком движении. Интересно, что пребывание в позиции свидетеля не делает нас пассивными или безразличными к жизни. Напротив, когда мы не отождествляем себя с ограниченной личностью, наши действия становятся более спонтанными, творческими и эффективными. Мы действуем не из страха, желания или принуждения, а исходя из самой природы любви и мудрости. Жизнь продолжается во всей своей полноте, но она перестает быть бременем. Радости и печали, успехи и неудачи, встречи и расставания – все это продолжает происходить, но в контексте такого широкого осознания, что ничто не может нарушить фундаментальный покой. Когда жизнь переживается с позиции свидетеля, даже самые трудные моменты становятся священными. В природе свидетеля есть еще один парадокс. Чем глубже мы в него погружаемся, тем больше понимаем, что искать его было не нужно. Он всегда был здесь. Он и есть то, что искало себя все это время. Поиск свидетеля заканчивается пониманием того, что искать было некого. Есть только свидетель, который играет в прятки сам с собой. Это понимание придает особое качество юмору. Вся драма духовного поиска предстает как космическая игра сознания, которая прячется от самого себя, чтобы потом с радостью обнаружить себя. Серьезность поиска растворяется в легкости обретения того, что никогда не терялось. Последняя шутка свидетеля – обнаружение того, что никогда не было никого, кто мог бы быть свидетелем. И в этот момент окончательного узнавания даже сам свидетель растворяется в том безграничном присутствии, которое он всегда представлял. Остается только чистое свидетельствование без свидетеля, чистое осознавание без осознающего, чистое бытие без того, кто есть. Свидетельствование открылось, как изначальная природа всего, о чем свидетельствуется. Глава 7.
Откровение истинного «Я». Истинное «Я» невозможно найти, ибо оно и есть сам поиск. Когда свидетель узнан, когда обнаружено то неизменное присутствие, которое пронизывает все переживания, возникает самый глубокий и самый важный вопрос духовного пути. Кто же я на самом деле? Этот вопрос не философское любопытство, а живое исследование, которое может перевернуть все ваше представление о себе и мире. Всю жизнь мы искали ответы на вопрос «Кто я?». Я – это мое имя, моя профессия, мои отношения, мои убеждения, мои воспоминания, мои планы. Я – мужчина или женщина, молодой или старый, успешный или неудачливый. Мы строили личность как дом из кирпичиков опыта, и этот дом казался очень прочным и реальным. Вся жизнь до пробуждения – это попытка стать тем, кем мы не являемся. Но когда начинается серьезное исследование природы «Я», все эти определения начинают рассыпаться. Имя – это просто звук, который могут произносить другие люди. Тело постоянно меняется. Каждые 7 лет в нем не остается ни одной старой клетки. Мысли приходят и уходят. Эмоции волнуют и успокаивают. Где же во всем этом постоянстве изменений найти неизменное «Я»? Этот вопрос может стать настоящим коаном, загадкой, которая ставит ум в тупик. Потому что ум привык искать «Я» среди объектов, среди мыслей, ощущений, воспоминаний. Но чем глубже поиск, тем яснее становится. «Я» не является объектом. Его нельзя найти среди содержимого сознания, потому что оно само есть то пространство, в котором возникает все содержимое. «Я» – это не то, что можно обнаружить, а то, что обнаруживает все остальное. Когда это понимание начинает проясняться, происходит нечто удивительное. Поиск «Я» разворачивается на 180 градусов. Мы перестаем искать «Я» где-то там и начинаем узнавать «Я» как то, что ищет. Не как объект поиска, а как сам поиск. Не как цель путешествия, а как самого путешественника. Это может стать головокружительным открытием. Все это время мы искали себя, не понимая, что искатели есть искомое. Мы пытались стать собой, не замечая, что уже являемся тем, кем пытаемся стать. Мы стремились найти свое «Я», не понимая, что без «Я» не было бы ни стремления, ни поиска, ни того, кто ищет. Величайшая ирония духовного поиска – искать то, чем ты уже являешься. Но даже когда это понимание приходит на интеллектуальном уровне, требуется время для его полной интеграции, потому что привычка отождествлять себя с личностью очень сильна. Мы продолжаем думать «я злюсь», «я волнуюсь», «я радуюсь», как будто существует кто-то, кто переживает эти состояния. Глубокое исследование показывает совершенно иную картину. Есть злость, но нет того, кто злится. Есть волнение, но нет того, кто волнуется. Есть радость, но нет того, кто радуется. Все эти состояния возникают в поле сознания, но само поле остается нетронутым. Открытие истинного «Я» – это осознание того, что личного «Я» никогда не существовало. Поначалу это понимание может пугать. Ум паникует. Если нет личности, то кто тогда живет этой жизнью? Кто принимает решения? Кто несет ответственность? Но страхи оказываются напрасными. Жизнь продолжается, решения принимаются, ответственность сохраняется. Просто все это происходит без того главного персонажа, который раньше претендовал на авторство всех действий. Более того, когда иллюзия отдельной личности ослабевает, жизнь становится легче, спонтаннее и радостнее.
исчезает необходимость постоянно поддерживать свой образ. Освобождается огромное количество энергии, которое раньше тратилось на защиту и укрепление эго. Когда некого защищать, весь мир становится безопасным. Но что же тогда остается, когда личность растворяется? Остается то, что было всегда и будет всегда. То, что в разных традициях называют по-разному. Атман, истинное Я, чистое сознание, абсолют. Это не концепция, а живая реальность, то самое присутствие, которое прямо сейчас читает эти слова. Это присутствие не имеет границ, потому что нет ничего за его пределами, что могло бы эти границы определить. У него нет начала и конца, потому что оно существует вне времени. Его нельзя повредить или улучшить, потому что оно совершенно по своей природе. Истинное Я не находится в мире. Мир находится в истинном Я. Когда это понимание стабилизируется, исчезает множество проблем, которые раньше казались серьезными. Страх смерти ослабевает, потому что становится ясно, то, что мы есть на самом деле, не может умереть. Чувство неполноценности исчезает, потому что мы осознаем свою абсолютную ценность. Потребность в одобрении других людей отпадает, потому что мы осознаем себя как источник всякого одобрения. Но самое удивительное открытие ждет нас впереди. Когда мы полностью утверждаемся в истинном Я, становится ясно, что это Я не является личным. Это не мое сознание, отличное от вашего сознания. Это единое универсальное сознание, которое проявляется во всех формах жизни. В глубине каждого «я» скрывается одно и то же «я». Это понимание приносит глубокое чувство единения со всем сущим. Не как интеллектуальную концепцию, а как живое переживание. Когда вы смотрите в глаза другому человеку, вы видите в них то же сознание, которое смотрит на вас из ваших глаз. Когда вы наблюдаете за природой, вы узнаете в ней свое собственное бытие. Все границы оказываются условными. Границы между мной и вами, между внутренним и внешним, между субъектом и объектом. Все это полезное различие для практических целей, но не абсолютная реальность. Последняя исчезающая граница – это граница между тем, кто осознает свое истинное «я», и самим истинным «я». В момент полного узнавания исчезает даже ощущение того, что есть кто-то, кто узнал. Остается только чистое «я есмь», без содержания, без определений, без ограничений. Это состояние невозможно описать словами, потому что в нем нет того, кто мог бы описывать, и того, что можно было бы описать. И все же жизнь продолжается, но теперь это не жизнь личности, а жизнь самого сознания, проживающего себя в форме человеческого существования. Каждое действие становится спонтанным выражением целостности, каждое слово – голосом истины, каждое переживание – танцем осознанности с самим собой. Когда истинное «я» познано, обнаруживается, что никогда не было никого, кто мог бы его не знать. Парадокс в том, что это откровение одновременно является самым личным и самым безличным переживанием. Самым личным, потому что оно касается самой сути того, кто мы есть. Самым безличным, потому что в нем растворяется всякая личность. В конце концов становится ясно. Истинное «я» – это не достижение и не открытие. Это осознание того, что всегда было очевидным, но каким-то образом ускользало от нашего внимания. Это возвращение домой, к себе. Не к тому себе, каким мы себя считали, а к тому себе, которым мы всегда были. «Я есть» раскрылась как единственная реальность, которая никогда не скрывалась. Глава 8.
сияние изначального совершенства. Просветление – это осознание того совершенства, которое никогда не было утрачено. Когда истинное «Я» узнано, когда становится ясно, что мы – это само сознание, а не его содержимое, происходит еще одно потрясающее открытие. Все то время, что мы искали просветление, пытались стать лучше, стремились к духовному совершенству, мы уже были тем совершенством, которого искали. Это понимание может прийти как гром среди ясного неба. Все годы практики, все усилия, все страдания на пути. И вдруг оказывается, что искать было нечего, что то состояние, которое мы представляли себе как далекую цель, на самом деле является нашей естественной природой прямо сейчас. Единственное, что отделяет нас от просветления, это мысль о том, что мы не просветлены. Ум может сопротивляться такому пониманию. Он привык к идее развития, прогресса, постепенного движения к совершенству. Концепция изначального совершенства кажется ему слишком простой, слишком хорошей, чтобы быть правдой. Как такое возможно, что я уже совершенен? Посмотрите на мои недостатки, на мои проблемы, на мои ограничения. Но именно здесь кроется глубочайшее непонимание природы совершенства. Мы привыкли думать о совершенстве как об отсутствии недостатков, как о состоянии, в котором все идеально с точки зрения наших представлений. Истинное совершенство имеет совершенно иную природу. Совершенство не в отсутствии недостатков, а в совершенном присутствии со всем, что есть. Изначальное совершенство включает в себя все, и то, что он считает хорошим, и то, что он считает плохим. Оно не зависит от обстоятельств, настроений, достижений или неудач. Это совершенство самого бытия, самого факта существования. Подумайте о волне в океане. Может ли волна быть несовершенной? Она может быть высокой или низкой, бурной или спокойной, но ее океанская природа всегда совершенна. Точно так же все наши состояния, переживания и даже наши проблемы – это совершенное проявление того единого сознания, частью которого мы являемся. Каждый момент, включая этот момент чтения, является совершенным выражением совершенства. Когда это понимание углубляется, происходит кардинальная трансформация отношения к себе и к жизни. Исчезает навязчивая потребность в самосовершенствовании. Не потому, что мы становимся пассивными или ленивыми, а потому, что понимаем, совершенствоваться нечему. Мы уже являемся теми, кем стремились стать. Это не значит, что развитие прекращается. Напротив, когда исчезает необходимость совершенствоваться, может начаться настоящее развитие. Но теперь оно происходит не из чувства неполноценности, а из чувства полноты, не из стремления стать кем-то другим, а из радости от осознания того, кто мы есть. Истинное развитие – это не стремление к совершенству, а все более полное выражение уже существующего совершенства. Интересно наблюдать, как меняется отношение к так называемым недостаткам и проблемам, когда приходит это понимание. То, что раньше воспринималось как препятствие на пути к совершенству, начинает казаться совершенным выражением несовершенства. Даже наши слабости оказываются частью того безупречного танца, который исполняет жизнь. Гнев, печаль, страх, сомнения – все эти состояния, от которых мы пытались избавиться на духовном пути, оказываются такими же священными проявлениями сознания, как радость, любовь или покой. Не нужно от них избавляться. Нужно распознать в них ту же осознанность, которая проявляется в более духовных состояниях. В свете изначального совершенства
даже наше несовершенство совершенно. Это понимание приносит глубокое расслабление. Исчезает напряжение от постоянной борьбы с самим собой. Прекращается внутренняя война между тем, кто мы есть, и тем, кем, по нашему мнению, мы должны быть. Остается только мирное принятие того, что есть, и радостное выражение этого принятия. Но самое удивительное открытие ждет нас впереди. Когда мы полностью принимаем свое изначальное совершенство, когда перестаем пытаться стать лучше, именно тогда начинается самая глубокая трансформация. Не как результат усилий, а как естественное цветение того, что всегда было готово расцвести. Парадокс духовного пути. Когда перестаешь пытаться измениться, происходят самые глубокие изменения. Эта трансформация не похожа на то, что мы обычно называем изменением. Ничего не добавляется и ничего не убирается. Скорее, как будто зеркало стирают пыль, и оно начинает все полнее отражать свою изначальную ясность. Привычные реакции ума постепенно ослабевают. Не потому, что мы с ними боремся, а потому, что они просто теряют свою основу. Когда нет того, кого нужно защищать, исчезает защитное поведение. Когда нет того, кому нужно что-то доказывать, прекращается соперничество. Когда нет того, кто чувствует себя неполноценным, растворяется зависть. Когда иллюзорные проблемы перестают привлекать внимание, они растворяются сами собой. Место освободившихся шаблонов занимает естественные качества нашей истинной природы. Спонтанная доброта, безусловная любовь, природная мудрость. Не как достижение, а как проявление того, кто мы есть. Как аромат цветка, который не старается пахнуть, а просто является собой. В этом состоянии жизнь становится непрерывным праздником узнавания. Каждый момент открывает новые возможности для выражения совершенства. Каждая встреча становится встречей совершенства с самим собой. Каждое действие – танцем целостности. Жизнь просветленного – это не особая жизнь, а обычная жизнь, прожитая в состоянии совершенства. Важно понимать, что это совершенство не делает нас безупречными в обычном смысле этого слова. Мы можем продолжать совершать ошибки, испытывать трудности, сталкиваться с вызовами. Но все это происходит в контексте глубокого принятия, в пространстве безусловной любви к тому, что есть. Ошибки перестают быть источником самокритики и становятся возможностью для обучения. Трудности перестают быть препятствиями и становятся стимулом для углубления понимания. Вызовы перестают быть угрозами и становятся икрами, в которые сознание играет само с собой. Совершенство не исключает несовершенство. Оно включает его в свой бесконечный танец. И в конце концов становится ясно, просветление – это не состояние, которого можно достичь, и не опыт, который можно получить. Это осознание того, что всегда было здесь. Того самого совершенства, которое прямо сейчас читает эти слова, которое дышит этим дыханием, которое бьется этим сердцем. Поиск заканчивается не потому, что цель достигнута, а потому, что мы понимаем, искать было нечего. Все то время, что мы стремились к просветлению, мы уже были просветленными, просто не замечали этого за занятостью поиском. Совершенство засияло во всей своей изначальной полноте и безусловности. Глава 9. О завершении цикла. Конец духовного пути есть начало истинной жизни. Когда изначальное совершенство познано, когда становится ясно, что мы всегда были теми, кого искали,
происходит нечто парадоксальное. Духовный путь одновременно завершается и начинается заново. Завершается как поиск чего-то отсутствующего и начинается как выражение того, что обретено. Этот момент может сильно дезориентировать. Всю жизнь мы двигались к какой-то цели, стремились к просветлению, работали над собой. И вдруг оказывается, что двигаться больше некуда. Не потому, что мы устали или разочаровались, а потому что пришли туда, откуда никогда не уходили. Конец поиска наступает не тогда, когда находят искомое, а когда понимают, что искать было некого. В этой ситуации ум может запаниковать. Он теряет свою главную функцию – быть проводником на пути к просветлению. Все его карты оказываются ненужными. Все его планы теряют смысл. Все его стратегии духовного развития становятся бессмысленными. «Что же теперь делать?» – в растерянности кричит он. Но именно в этой растерянности, в этой дезориентации ума кроется величайший дар. Когда ум перестает понимать, что делать, может проявиться то, что знает без знания. Когда исчезают все планы, может раскрыться спонтанность жизни. Когда заканчиваются все пути, может начаться танец без направления. Настоящая жизнь начинается там, где заканчиваются все представления о том, как нужно жить. Этот переход от поиска к бытию редко происходит гладко. Часто наступает период неопределенности, когда старые мотивы уже не работают, а новые еще не проявились. Духовные практики могут казаться бессмысленными, но в то же время отказаться от них трудно. Книги о просветлении больше не интересуют, но мирские занятия не приносят удовлетворения. Это период, который некоторые называют «темной ночью души», но точнее было бы назвать его «рассветом истинного бытия». Старая личность умирает, а новая еще не родилась. Точнее, мы понимаем, что никакой новой личности не будет. Есть только безличная жизнь, проявляющаяся через эту форму. Смерть искателя – это рождение того, что искали. Постепенно начинается совершенно новый способ существования. Жизнь перестает быть проектом, который нужно реализовать, и становится потоком, в котором нужно раствориться. Она перестает быть проблемой, которую нужно решить, и становится танцем, в котором нужно участвовать. Действия больше не планируются умом, а возникают спонтанно из глубины бытия. Решения принимаются не после долгих раздумий, а в моменте из ясности настоящего. Жизнь начинает жить сама по себе в этой форме, и нет никого, кто пытался бы ею управлять. Когда некому жить, жизнь совершенствуется сама. Это не значит, что мы становимся пассивными или безответственными. Наоборот, когда исчезает ложное чувство контроля, появляется истинная ответственность, способность реагировать на происходящее из состояния целостности. Действия становятся более точными, эффективными и любящими. Интересно наблюдать, как меняется отношение к повседневным делам в этом новом состоянии. То, что раньше казалось рутиной, отвлекающей от духовной практики, теперь становится самой практикой. Работа, отношения и даже бытовые дела превращаются в возможности для выражения пробужденного сознания. Просветленная жизнь – это не особая жизнь, а обычная жизнь, прожитая необычным образом. Больше нет разделения на духовное и мирское, на священное и профанное, на важное и неважное. Все становится одинаково священным, потому что все является проявлением одного и того же сознания. Мытье посуды становится такой же глубокой практикой, как медитация. Разговор с соседом оказывается таким же значимым,
как чтение священных текстов. Этот переход часто сопровождается глубоким чувством благодарности. Благодарности за весь пройденный путь, за все трудности и радости, за всех учителей и препятствия. Мы понимаем, что каждый момент был совершенно необходим для этого пробуждения. Каждая ошибка была именно тем, что нужно было сделать. Каждое страдание было именно той дверью, через которую нужно было пройти. Оглядываясь назад, понимаешь, что на пути домой не было ни одного лишнего шага. Появляется особое отношение к другим людям, которые все еще находятся в поиске. Нет желания их учить или спасать, потому что мы понимаем, каждый должен пройти свой уникальный путь. Но есть готовность поделиться тем, что открылось, если кто-то об этом попросит. Не как учитель ученику, а как друг другу. Ирония в том, что когда мы перестаем считать себя просветленными, именно тогда просветление может свободно проявиться через нас. Когда исчезает тот, кто мог бы быть мудрым, начинает говорить сама мудрость. Когда нет того, кто мог бы любить, проявляется безусловная любовь. Истинное учение исходит не от того, кто знает, а от того, кто перестал претендовать на знание. Постепенно становится ясно, что завершение одного цикла является началом другого. Цикл поиска себя завершился осознанием того, что искать было некого. Теперь начинается цикл служения, не как обязанность или миссия, а как естественное проявление любви к жизни. Это служение может принимать любые формы. Иногда это явное духовное наставничество, иногда совершенно мирская деятельность. Важна не форма, а качество присутствия, которое привносится в любую деятельность. Качество безусловной любви, природной мудрости, спонтанного сострадания. Служение пробужденного – это не то, что он делает, а то, что он есть. В этом новом цикле нет стремления к достижениям или результатам. Есть только радость от участия в божественной игре, в которой каждый момент совершенен, каждое действие священно, каждая встреча благословенна. Жизнь перестает быть средством достижения чего-то и становится самоценным танцем сознания. И что самое удивительное, в этом состоянии обнаруживается, что путешествие только начинается. Не путешествие к просветлению, оно завершено, а путешествие в бесконечную глубину того, что уже есть. Каждый день приносит новые открытия не о том, кем можно стать, а о том, кем мы уже являемся. Конец поиска – это начало бесконечного исследования того, что было найдено. Круг замыкается, но это не круг ограничений, а круг завершенности. Мы возвращаемся туда, где были всегда, но теперь знаем это место. Мы становимся теми, кем были всегда, но теперь осознаем это. Мы живем той же жизнью, но с совершенно иным пониманием ее природы. И в этом возвращении домой, в этом познании себя, в этом завершении круга звучит музыка вечности. Не как что-то, что мы слышим, а как то, чем мы являемся. Мы и есть эта музыка, танцующая танец жизни, поющая песню любви, играющая симфонию сознания. Круг замкнулся в точке, где начало и конец сливаются в вечном сейчас. Эпилог. Благословение пробужденного. Дорогие друзья, путешествие по этим страницам подходит к концу. Но то, на что эти слова лишь указывали, не имеет ни начала, ни конца. Это сама основа всякого путешествия, сама возможность всякого чтения, само присутствие, которое делает возможным любой опыт. Если в процессе чтения вы что-то узнали, если какие-то слова нашли у вас особенно глубокий отклик,
Если у вас были моменты тихого понимания или внезапного озарения, знайте, что это не заслуга книги. Книга лишь напомнила вам о том, что всегда было в вас. Слова лишь указали на ту тишину, которая является вашей истинной природой. Лучшая книга – та, которая исчезает в сознании читателя. Возможно, некоторые концепции показались вам слишком парадоксальными, а некоторые указания слишком простыми. И это естественно. Истина всегда парадоксальна для ума и всегда слишком проста для того, кто привык к сложному. Не пытайтесь понять все головой. Позвольте пониманию зародиться в глубине вашего существа. Помните, эта книга написана не для того, чтобы дать вам новую информацию о пробуждении. Она написана человеком, находящимся в состоянии пробуждения, и несет в себе энергию этого состояния. Поэтому ее воздействие может продолжаться и после того, как вы прочтете последнюю страницу. Истинное учение продолжает учить даже тогда, когда урок формально окончен. Не удивляйтесь, если в последующие дни и недели у вас будут возникать воспоминания об отдельных фразах, если какие-то идеи будут приходить вам в голову сами собой, если жизнь начнет подбрасывать ситуации, которые покажутся вам иллюстрациями к прочитанному. Семена понимания, посеянными этими словами, могут прорасти в самое неожиданное время. Также естественно, если поначалу вам будет казаться, что прочитанное относится к какой-то далекой реальности, не связанной с вашей повседневной жизнью. Ум привык разделять духовное и обычное, просветленное и непросветленное. Но истина в том, что это разделение иллюзорно. То, о чем говорится в этой книге, касается не особых людей в особых состояниях, это касается вас прямо сейчас. Нет ничего более обычного, чем необычность вашей истинной природы. Если у вас возникнет желание практиковать что-то из записанного, помните. Лучшая практика – это жизнь в полном присутствии к тому, что есть сейчас. Не нужно создавать особые условия для пробуждения. Этот момент, каким бы обычным он ни казался, идеальная возможность узнать то, о чем говорят все духовные тексты. Дышите осознанно, смотрите внимательно, слушайте внимательно. Не как техники для достижения чего-то, а как естественное проявление того внимания, которым вы уже обладаете. Позвольте каждому моменту быть учителем, каждой ситуации – возможностью для более глубокого понимания. Вся жизнь – это непрерывная возможность пробудиться к тому, что уже пробуждено. Если иногда вам будет казаться, что понимание ускользает, ясность затуманивается, что вы снова возвращаетесь к старым шаблонам мышления, не расстраивайтесь. Это естественные приливы и отливы в процессе интеграции. Океан не перестает быть океаном из-за того, что на его поверхности появляются волны. Тем, чем вы являетесь в самой своей глубине, не может быть утрачено или повреждено. Это не достижение, которое можно утратить, и не состояние, которое может пройти. Это сама основа всех состояний, сама возможность всех переживаний. То, что может быть утрачено, никогда не было вашей истинной природой. Возможно, вам захочется поделиться прочитанным с другими людьми. Это естественное желание, когда что-то глубоко затрагивает вас. Но помните, лучший способ поделиться истиной – это воплощать ее в своей жизни. Не словами, а своим присутствием. Не проповедями, а примером того покоя, той любви, той мудрости, которые являются вашей природой. Не все готовы услышать то, что услышали вы. Не все готовы увидеть то, что увидели вы. И это прекрасно. Каждый цветок расцветает в свое время. Каждый плод созревает тогда, когда готов. Ваша задача не убеждать других, а быть искренним в своем понимании.
Истинный учитель – это тот, кто живет поистине, не пытаясь никого ей учить. Эта книга заканчивается, но указывает на то, что не имеет конца, на ту вечность, которая присутствует в каждом мгновении, на ту бесконечность, которая содержится в каждой точке пространства, на ту любовь, которая является самой сутью реальности. Вы можете закрыть эту книгу, но вы не можете закрыть то понимание, которое открылось вам. Можете забыть эти слова, но не можете забыть себя. Можете заняться другими делами, но не можете выйти за пределы того присутствия, которым являетесь. Книга прочитана, но читатель остается, как сама способность ко всему прочитанному. Примите благословение этих слов не как нечто, пришедшее извне, а как осознание того благословения, которым вы уже являетесь. Каждый ваш вдох – благословение, каждое биение сердца – благословение. Сам факт вашего существования – величайшее благословение, которое жизнь дарит самой себе. Идите с миром, не потому, что мир нужно куда-то нести, а потому, что вы и есть тот мир, который ищет весь мир. Живите в радости, не потому, что нужно быть радостными, а потому, что радость – это то, что вы есть, когда перестаете быть кем-то другим. И помните, путешествие, которое завершилось на этих страницах, было путешествием от вас к вам, от того, кем вы себя считали, к тому, кем вы являетесь, от поиска дома к осознанию того, что вы никогда его не покидали. Последнее благословение – это понимание того, что благословлять некого, потому что все уже является благословением. Добро пожаловать домой, дорогие друзья! Добро пожаловать в то пространство, где вы всегда были и всегда будете. Добро пожаловать в свое собственное сияние, которое освещает все слова, все понимания, все миры. Путь завершен. Жизнь начинается.